Министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян посетили Веденское водохранилище, строящееся на кредитные средства французского агентства развития и совместного финансирования правительства Республики Армения. Министры ознакомились с ходом строительства водохранилища и подчеркнули стратегическую важность проекта в контексте укрепления устойчивости Армении. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян отметил: партнерство между Арменией и Францией активно развивается по всем направлениям, и здесь мы являемся свидетелями одного из его конкретных и ощутимых результатов. В ходе визита было обсуждено важное положительное влияние программы на экономическое развитие общины, привлечение дополнительных водных ресурсов и повышение эффективности управления водными ресурсами, а также улучшение водоснабжения орошаемых земель, окружающей среды и туризма. В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что строительство плотины Веди финансируется на более чем 80% за счет французского агентства развития. Она позволит орошать 3200 гектаров сельскохозяйственных земель и обслуживать 5000 фермеров. Франция поддерживает стратегическую инфраструктуру для устойчивости Армении. А также министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне в сопровождении заместителя министра иностранных дел Республики Армения Паруира Оганесяна посетил мемориал геноцида армян. Министр Сежурне возложил венок к мемориалу и почтил память жертв геноцида. Отметим, что министр иностранных дел Франции днем ранее до приезда в Армению сделал следующее заявление. Франция поддерживает Армению, исторического партнера и друга. Наша поддержка ее независимости, территориальной целостности и стремления к миру непоколебима. Наше сотрудничество крепкое, и мы его укрепляем. Мы поддерживаем развитие стратегической инфраструктуры для устойчивости Армении. Мы также сотрудничаем в области обороны. Мы будем поддерживать инициативу Франция-Армения и тех, кто оказывает помощь Армении. Конец цитаты. На этом фоне добавим, что от 9 до 13 сентября делегация военной академии имени Вазгена Саркисяна Минобороны Армении во главе с начальником академии, полковником Арсеном Мангасаряном, посетила Министерство вооруженных сил Французской Республики и военную академию Сен-Сири. В ходе визита делегация встретилась с представителями Департамента внешних связей и стратегии Министерства вооруженных сил Франции, главой военной академии Сен-Сир, генералом Эммануэлем Шарпи, руководством Академии Сен-Сир. Достигнуты договоренности о дальнейшем расширении сотрудничества, обмене курсантами и модернизации программ обучения. Делегация Республики Армения осмотрела территорию Академии и школы Сен-Сир, ознакомилась с учебно-материальной базой учебных заведений, образовательными программами и особенностями организации учебного процесса. Госдепартамент США опубликовал детали телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В заявлении отмечается, что госсекретарь подтвердил важность достижения прочного и справедливого мира между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь Блинкен приветствовал недавний прогресс, включая договоренности по правилам делимитации границы. Он и премьер-министр Пашинян обсудили расширение двусторонних отношений, охватывающее сотрудничество в сферах энергетики, торговли, инвестиций и образования. Госсекретарь также подтвердил приверженность США поддержке процветающей, демократической и независимой Армении, что будет способствовать благополучию народа Армении и стабильности на Кавказе, говорится в сообщении. Отметим, что энергетическая повестка в американо-армянских отношениях появилась недавно. Армения и США обсуждают возможность строительства новой атомной электростанции на базе американских технологий взамен советской Мецаморской АЭС. В настоящее время атомная энергетика, обеспечивающая около половины потребностей республики, обслуживается российским «Росатомом». В дни переговоров Блинкена с Пашиняном американцы увеличили финансирование по линии USAID со 120 миллионов до 250 миллионов долларов с целью повысить экономическую устойчивость Армении. Тем не менее, армянская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от России и торговли в рамках ЕАЭС. Основная цель США – помочь Армении стать более независимой от России. Таким образом, американские средства являются очередной поддержкой для команды Пашиняна и Армении в целом.
Для Вашингтона, особенно на фоне предстоящих президентских выборов в США, важно продемонстрировать свою приверженность к региону. В рамках борьбы за вытеснение России из Закавказья США последовательно превращают Армению в своего стратегического союзника, помогая в строительстве ключевых государственных институтов, в том числе в энергетической сфере. Индийские источники подтвердили факт переговоров между Арменией и Индией по интеграции систем класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» индийского производства в состав вооружения истребителей Су-30СМ ВВС Армении. Среди вооружения, которое интересует армянскую сторону, названы ракеты «воздух-воздух» средней дальности «Астра-БВР» и сверхзвуковые ракеты «воздух-поверхность» «Брамос». Армения также обратилась к Индии с просьбой о модернизации своих самолетов Су-30 до уровня «Суперсухой», включая замену бортовой РЛС «Барс» с пассивной фазированной решеткой на более современную РЛС индийского производства. Применение новой РЛС позволит самолету стать носителем более широкой номенклатуры вооружений, превратив его в полноценный ударный комплекс. В настоящее время ВВС Армении располагают 4 самолетами Су-30СМ. Переговоры по модернизации находятся на начальной стадии и обсуждаются детали, включая помощь Индии в вооружении, обслуживании самолетов и подготовке армянских пилотов. Индийская компания HAL, Hindustan Aeronautics Limited, обладающая большим опытом модернизации Су-30, может сыграть ключевую роль в этом процессе. Кроме того, индийские ВВС эксплуатируют около 260 Су-30МКИ и продолжают обновлять свою авиационную технику, в том числе за счет локального производства компонентов. HAL также модернизирует собственные самолеты Су-30, оснащая их отечественными радарами, комплексами радиоэлектронной борьбы и новыми системами вооружения. Отдельно отмечено, что Россия, традиционно поддерживавшая Армению, смещает акцент в сторону Азербайджана, что усиливает значение индийско-армянского военного сотрудничества в условиях меняющейся региональной динамики. Все идет по плану, как я и ранее описывал. На данный момент мы наблюдаем исключительно позитивные шаги со стороны Запада по отношению к нам. Это можно объяснить двумя важными факторами. Во-первых, укрепляется армянское положение на Западе. И это связано не только с тем, что мы являемся христианами и частью их цивилизации, но и потому, что такое сотрудничество взаимовыгодно, как заявили американские конгрессмены. Этот аспект играет ключевую роль в укреплении связей и взаимозависимости. Никто не обратил внимания на это высказывание, хотя ранее его никто не формулировал именно таким образом. Во-вторых, Запад с каждым днем оказывает значительное давление на Азербайджан, поскольку сроки возможного поворота Азербайджана в сторону Запада и подписания мирного соглашения подходят к концу. Как говорится, ложка хороша к обеду, и все должно укладываться в определенные временные рамки. Невозможно одновременно качать нефть из России на Запад, активно нарушать международные нормы, проводить этнические чистки и при этом оставаться другом для всех сторон. Постскриптум. Не стоит надеяться, что Алиев встанет на сторону Запада. Даже под угрозой санкций это маловероятно. В феврале 2022 года Алиева пригласили в Москву, где ему показали, что его ждет, если он решит свернуть с намеченного курса. С тех пор он прекрасно понимает последствия. Санкции санкциями, но власть и собственная безопасность для него важнее. Если Алиев примет сторону Запада, это приведет к появлению общей границы между Арменией и Россией. Вам это нужно? На мой взгляд, Азербайджан должен оставаться буферной зоной между Арменией и Россией. Он прикрывает наш правый фланг, и напряжение на этом участке постоянно отражается на нас. Но это будет продолжаться только до тех пор, пока давление с нашей стороны не сравняется с давлением России на Азербайджан. Когда это случится, Азербайджан не выдержит. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.